Всем привет! Продолжаем наши псевдогайды. Итак, давайте сделаем интеракт-систему. Я создал новый проект, навел в нем марафет на версии 5.6. Итак, интеракт-система. Что именно подразумевается под этим? Ну, то есть то, что нам позволит взаимодействовать с чем-то. То есть, условно, мы подходим к двери, нажимаем, у нас появляется индикатор, что мы можем повзаимодействовать с ней, мы нажимаем кнопочку действия, у нас это будет E, и мы открываем дверь, то есть с ней что-то происходит. Мы подходим к сундуку, мы нажимаем кнопку действия, ну тут та же самая логика, и у нас открывается сундук. Мы подходим к персонажу, и с ним можно разговаривать. Именно сами разговоры, там вот эти вот открытия мы делать, скорее всего, не будем, а если и будем, то как-то так по-быстрому. Смысл в том, чтобы передать, как сделать интеракт вот этот вот, так как там мы затронем некоторые темы, о которых я хотел бы рассказать. Вот, поэтому именно интеракт этот будем реализовывать. Итак, в общем, еще раз создал вот этот вот и навел вот здесь марафет. Также подключил наши макросы. Наши чудесные макросы подключил. Итак, для того, чтобы у нас интеракт-система работала, для начала нам нужно создать input, то есть какая кнопочка будет действовать, то есть что именно мы должны нажать, чтобы что-то работало. Начнем мы с инпутов. Итак, посмотрим, как это происходит здесь. Здесь уже настроено инпуты. Итак, здесь он берет, вызывается метод setPlayerInputComponent, который virtual void, то есть он вызывается где-то там повыше в родителях. Здесь мы его переопределяем, и мы кастуем на Enhanced Input Component, передаем вот этот Input Component туда, кастуем его в этот, проверяем результат каста, и к нему мы привязываем на его делегат. Вот. То есть, что здесь происходит? Мы передаем наш input, говорим, триггерит он started, completed, там еще некоторые есть, потом покажу. Передаем объект, в котором вызов метода, и ссылку по методу. По принципу, как мы делегат, в общем-то, передаем. Итак, для того, чтобы создать свой, нам нужно вот такую вот вещь сделать. Так, все видно, отлично. То есть, ну, давайте сразу на практике, не пояснять, а уже на практике. Итак, мы прописываем uProperty. Давайте edit anywhere, blueprint read only, категория, ну, пусть будет input, как и у этих. Непонятно, почему здесь у нас они его сжали. Ну, да ладно. Дальше мы должны uInput action создать указатель и прописать, какой указатель. Это у нас интеракт. Будет интеракт action. Action. Вот так вот мы его назовем. Интеракт action. Хорошо. То есть нам нужно туда что-то теперь засунуть. Итак, для того, чтобы это, во-первых, применилось все, мы делаем лайфкодинг. Ждем. Есть. Отлично. Assert person, и открываешь нашего характера. Вот он, характер наш открылся, третий. Assert person. Тут еще и что-то в блюпринтах они делали. Ты посмотри, какие красавцы. Молодцы какие. Плюсовый этот, а в блюпринтах есть этот самый, причем это маппинг контекст. Они что, повторили то же самое? Ладно, нас это не интересует, нас интересует другая история. Вот такая вот, можно было просто input написать в search и найти его. И вот сюда вот interact action мы должны передать свой, но у нас его нет. Тут смотрите, какие-то дроп у них есть тут. Интересно, но нам надо его создать. Давайте открываем input. Вот тут Ctrl колесико мы уменьшим, их, чтобы они такими большими были. Input, action, и вот они, стандартные акшены всякие разные.
давайте создадим свой input action. Input action. И это interact. Хорошо. Откроем его, посмотреть, что здесь. Нас интересует конкретно вот этот value type bool. Чтобы был, потому что у нас нажали или не нажали. Нажали, отжали. Хорошо, мы его создали, но теперь-то нам надо его добавить. У нас есть вот такой вот замечательный input mapping контекст. Мы его раскроем, и здесь вот стандартные есть jump, move и look. Мы нажимаем плюсик, добавляем свой и ищем здесь interact. Вот он, interact. Их два уже. Подождите, то есть был уже интеракт. Вот это очень важно. Давайте удалим. Смотрим. Да, уже есть интеракт. Game variant side scrolling input action. Ну давайте другой создадим. Свой. То есть input action. Input action interact but как бы его назвать так? Ну, можно, конечно, его интеракт назвать. В этом, ну, это, конечно, проблема, но не проблема. И здесь найти его по пути. То есть вот здесь pass game input action, это наш. А вот этот вот немножко не наш. Ну, давайте наш выберем. Хорошо, пусть будет интеракт. И мы назначаем кнопочку. Какую для начала кнопочку мы хотим? Мы хотим E. Кнопочку E. Хорошо. Мы назначили кнопочку, все остальное мы не трогаем. Мы его назначили, но теперь-то надо его и сюда назначить. То же самое. Game Input Action. Да, все видно, отлично. Мы его тоже назначили. Вот здесь поставим вот Success Only, чтобы он мне его сохранял. Ну и Ctrl-Shift-S, чтобы весь проект все там сохранилось. Хорошо. Есть, мы его сохранили. И теперь давайте что-то сделаем с ним. То есть привяжем какое-нибудь действие, какой-нибудь метод. Давайте создаем в Protected void interact action. Нет, давайте просто interact. Интеракт, кстати, может быть занят. Давайте интеракт action. Интеракт. Ой, что я делаю? Action. Вот так вот сделаем. Он может в себя и ничего не принимать, конечно, но лучше принимать в себя. То есть мы можем принимать в себя вот такие вот параметры разные. Там еще есть один, не помню, но мы его потом коснемся. Ну, ладно, давайте вначале ничего не принимаем. Хорошо. Или надо принимать. Сейчас все узнаем. Сейчас все узнаем. Итак, мы его сюда передали. Здесь он ругается. Правильно ругается. Молодец. Он может, кстати, ругаться, потому что есть такой уже. Find all. А ну-ка, давайте поищем. Input Interact Action из-за названия он может ругаться. То, что у нас названия повторяются и того, хотя это метод и этот. Окей, давайте интеракт просто. Просто интеракт ему нравится. Хорошо. Значит, будет интеракт. И теперь мы его добавляем. То есть у нас есть Enhanced Input. И я бы вот здесь только все сделал по кодстайлу. Так сказать. Таким вот образом. Вот. Из Enhanced Input компонента мы достаем bind Action. Попади, пожалуйста, палец попади. Передаем туда наш Interact Action. Потом E триггерит event. И вот здесь у нас есть несколько вариантов. Тут cancel. Давайте начнем со started. Started это когда мы нажали. Триггерит это на протяжении, то есть если мы зажали кнопочку. Ongoing это то же самое с некоторыми там исключениями. None это если какая-то беда произошла. Ну тут в принципе подписано. Completed это если мы отжали кнопочку. И cancel это по каким-то причинам произошла что-то, что в общем сломало его. Отмена.
Хорошо. Ну, не совсем сломало, но, в общем, неважно на данный момент. Нас интересует в любом случае старт, то есть, когда мы именно нажали кнопочку. Мы передаем this, и после чего мы передаем, что вот по ссылке здесь интеракт. Окей. Но мы-то хотим, чтобы что-то произошло, правильно? Для этого у нас есть наш debug message. Давайте на 5 секунд. String interact. Вот так вот можно сделать. Окей. То есть, когда мы нажимаем кнопочку E, у нас происходит вызов interact. Правильно? Правильно. Ну, давайте попробуем лайфкодинг, посмотрим, чем это закончится. Итак, лайфкодинг-то закончился, но у нас тут проблема возникла. Я тут так наводился в марафет, что кое-что поломал я здесь в обратку делал. То есть, если не плеер-контроллер, то выполнялось, а так как он все хорошо здесь. Все хорошо, и вот здесь вот тоже я разворот делал. В общем, не надо разворот делать. Ошибка, невнимательность и так далее. Но все же. Итак, мы зашли и видим, что когда мы теперь нажимаем E, у нас высвечивает вот этот вот сам интеракт. Давайте сделаем на весь экран. У меня здесь, чтобы лучше видно было. Вот наш, мы клацаем E, и у нас происходит интеракт. То есть, получается, то, что мы сделали, оно работает. То есть мы добавили его сюда, интеракт. Интеракт, вот он, интеракт action, мы его сюда добавили. И добавили его в дефолт. Ну и привязали здесь наш метод, который нам нужен. Соответственно, дальше при нажатии у нас будет происходить взаимодействие, вызов через интерфейс там методов и так далее и тому подобное. Что ж, а на этом на сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел, всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. И всем пока.